это что-то другое, не такие, как другие соревнования. И я думаю, еще неделя, я ухожу. И так складывается, что она мне дает шанс, я встаю, можно сказать, наверное, я проявила себя, и она в меня поверила, и вот я так и осталась. Осторожный оптимизм. Почки не работают и, возможно, никогда не заведутся. И я говорю: боже, как я выгляжу ужасно. А моя мама стоит рядом и говорит: Настя, это уже прекрасно. И вот мне так повезло, что у меня есть такой друг, мама. Я просто хочу, чтобы у моих родных и близких было все хорошо. Расскажите, Настя, о своем первом знакомстве с художественной гимнастикой. Мне было 5 лет, когда я пришла в спорт. Но все начиналось достаточно раньше, когда я увидела мамины медальки, предметы. Мне это все так нравилось. И потом я увидела Алину Кабаеву по телевизору. И все, я когда увидела Алину, я не знаю, это действительно не просто человек, это легенда и спорта, и, наверное, это какой-то человек космический, которого энергия невероятным образом шла. И я влюбилась в Алину, в гимнастику, и сказала, что я пойду на гимнастику. Моя мама мастер спорта по художественной гимнастике, и когда узнала о моем решении, она меня очень долго отговаривала от этого. Говорила: нет, Настя, пойдешь в школу, будешь учиться. Привезла меня в лицей, в один показала: посмотри, какая форма, будешь знать языки. Привезла в другой: посмотри, как хорошо здесь, какие дети. И я сказала: нет, я в школу не пойду, пойду только на гимнастику. И она год меня отговаривала, потом подумала: ну ладно, отдам ее для фигурки, чтобы она поняла, что это не для нее, и уже потом мы пойдем нормально учиться. Прошел год, она увидела, что мне продолжает это нравиться, что у меня неплохие данные, и уже отдала более серьезному тренеру, скажем так. И вот дальше уже все пошло. И так и сложилось, наверное, в моей жизни, что я в школу не пошла, пошла только на гимнастику. Все, я раньше собирала газетные вырезки, потом это были журналы гимнастические. У меня до сих пор это все есть. Все эти журналы, я знала всех гимнасток мира, наверное. Я потом попала в 2004 году на чемпионат Европы в Киеве, который проходил. И вот в 10 утра начинались соревнования, и вот я с 10 сидела, смотрела все потоки, группу С, Б, А, естественно, сильных гимнасток. И вот все гимнасток я просматривала, записывала интересные элементы. Я собирала все выходы, ждала этого нового журнала, и в какую бы страну или город мы не поехали, там вот эти журнальчики с каждой страной есть. Вот у меня были и с Анной Бессоновой, с Тамарой Ерофеевой, это украинские гимнастки, также Алина Кабаева, Ирина Чащина, наши русские гимнастки. У меня все эти журналы есть, и я могу, когда к бабушке приезжают, посмотреть их всегда и вдохновиться. До сих пор думаю, как вот они там прыгали, какие они были. То есть у меня вот настолько было. А вы же знакомы, наверное, сейчас с Алиной Кабаевой, с Ириной Чащиной? С Ириной Чащиной я никогда не общалась и не знакома. С Алиной мы общались, и, конечно, для меня она Алина Маратовна, я с ней на «вы», но она очень дружелюбная, то есть она всегда поддерживает на всех соревнованиях, всегда с нами фотографируется и какие-то вдохновляющие слова говорит. И я, когда у нее день рождения, я стараюсь ее всегда поздравить. И я пишу ей, что она легенда художественной гимнастики. И она мне написала: Настя, что ты такое говоришь?
ты сама легенда. Ну вот, а для меня такие слова от Алины, я не знаю, мне кажется, я недостойна получить такие слова. Для меня она, конечно, огромное вдохновение. Ну так интересно, но ведь вы на самом деле легенда художественной гимнастики сейчас, но вы не ощущаете себя так. Нет, конечно, я никогда об этом даже не думаю. Когда вот после Токио начали приходить эти сообщения, я плакала от того, что люди такие письма писали. И я читаю, что Настя, ты легенда, мы в тебя верим, там, продолжай выступать, мы хотим тебя видеть дальше по телевизору. Я вот читаю эти сообщения и плачу от признания. Ну, то есть я этого не ощущаю, но для меня каждое соревнование, я к ним ответственно отношусь и не думаю сейчас, это международный турнир или Олимпийские игры, что мне нужно там больше напрячься на них. И поэтому я ставлю все соревнования, как для меня каждый день Олимпийские игры, когда мне пишут такие громкие слова, но мне кажется, это слишком. Я ничего такого не сделала, я думаю, себе все время. Но мне очень приятно. Настя, а когда вы впервые вообще увидели Олимпийские игры по художественной гимнастике? Какая была первая Олимпиада, которую вы посмотрели? В 2004 году это было. Это были Афины, где Алина взяла золото, Ирина Чащина серебро и Анна Бессонова бронзу. И я помню, я пришла с тренировки, включила телевизор и смотрела эти соревнования и вдохновлялась. Тогда первый раз я увидела групповые упражнения, хотя я мечтала, наверное, когда увидела, сразу попасть в групповые упражнения именно. Я не знаю почему, мне казалось, что я туда подхожу, что я ростом буду такой высокой, как у них, потому что у нас групповичек набирают высоких, а личницы могут быть и пониже ростом. И вот мне казалось, что я должна, и вот я попаду в групповое. Не знаю, почему так. Вот тогда я первый раз увидела Наталью Лаврову, легенду тоже групповых упражнений, двукратную олимпийскую чемпионку, первую в истории художественной гимнастики, Елену Пайсевину, она тоже двукратная олимпийская чемпионка, и вдохновилась тогда девочками, и захотела в групповое упражнение. А когда уже непосредственно произошло знакомство с Ириной Александровной, и когда вас пригласили в команду национальную? Первый раз я увиделась с Ириной Александровной в 2005 году. Я сама приехала в Новогорск на просмотр. И когда я ее увидела, для меня это было тоже невероятно, как просто увидеть Ирину Александровну. Она зашла в зал, и я сразу подскочила, но она начала меня просматривать, там ножки мне поднимать, посмотреть мои данные, и сказала, что у меня неплохие данные. Она сказала, фигура какая-то не очень. И потом она пошла на соседний ковер. А мне мама кричит, так показывает, лосинки подтяни, они у меня были длинные, лосинки подтяни. Я так махнула на нее рукой, но все равно подтянула. И Ирина Александровна с другого ковра крикнула, а нет, она чуть-чуть похудеет, и у нее будет хорошая фигура. И на следующий день меня взяли уже в Олимпийскую деревню, в Центр олимпийской подготовки, и я начала тренироваться в Москве. А в сборную групповых упражнений старше меня также Ирина Александровна пригласила в 2009 году. Она пришла после чемпионата мира в Центр олимпийской подготовки, и мы должны ее были поздравлять после чемпионата мира. И она давала интервью, мы должны были в купальниках на заднем плане делать элементы. И тогда она меня спросила, тебя когда-нибудь смотрели в групповые упражнения? Я говорю, да. Она говорит, и что, сказали, не подходишь? Я говорю, меня в молодежную сборную звали, я там была. Сказали, что я низкого роста. Она говорит, молодежная сборная. Говорит, а в старшую? Я говорю, нет. Она говорит, вставай на прогон, я посмотрю, что ты делаешь. И для меня было страшно не то, что меня смотрит Ирина Александровна, а что она посреди прогона меня остановит и скажет, все понятно. И единственный был страх, что я не доделаю до конца и что ей не понравится. И когда я это делала, она на меня смотрела, повернулась, похвалила моего тренера Ирину Золотареву
и позвонила в Новогорск. Сказала, у меня такая девочка здесь и высокая, и хорошо прыгает. В общем, посмотрите. Но когда она зашла в зал, я подбежала ее первую поздравить. И она меня спросила, я поздравляю вас. Он говорит, и я вас поздравляю. Говорит, ой, говорит, а у тебя какой рост? Я говорю, 1,70 м. Он говорит, уже 1,70 м? Я говорю, да. На самом деле у меня был 1,66 м. И вот благодаря вот этим словам она звонила в Новогорск, говорит, эта девочка высокая, 1,70 м, а я была 1,66 м. Возможно, мне так подфартило, что я сама себе подняла планку и приехала на просмотр. И мне все время говорили, ты маленькая. А я говорила, я вырасту, у меня высокий папа, он вратарь 2 метра, мама 1,80 м. Я говорю, я вырасту, и все время ела морковку. Сейчас мне 179, я самая высокая в команде. И я думаю, мне все время, Настя, ты как будто выросла. Я думаю, куда еще? Ну хватит уже, и все. Ну, Ирина Александровна, она тогда не поняла, что ростом ниже, что вы ростом ниже. То есть она реально подумала, что вы 1,70 м? Ну да, ну не поверила. Я стояла 2 года во втором составе после этого. И я уже, наверное, не верила в свои как-то возможности, переставала, думаю, ну все, сейчас еще месяца 2 побуду и позвоню своему личному тренеру Ирине Золотаревой и скажу, давайте в личное, может быть, там хотя бы международника получится выполнить, потому что я ушла в групповые упражнения кандидатом в мастера спорта, и у меня даже не было корочки мастера спорта. И я вот 2 года кандидат, думаю, надо что-то делать. И вот пришла Ирина Александровна на групповые упражнения. После чемпионата мира в Монпелье, когда не удавалось 3-й чемпионат мира, к сожалению, в многоборье взять золотую медаль, и начала заниматься впервые так с групповым упражнением. И я думаю, еще неделя, я ухожу. И так складывается, что она мне дает шанс, я встаю, можно сказать, наверное, я проявила себя, и она в меня поверила, и вот я так и осталась. За 9 месяцев до Олимпийских игр, это раньше считалось очень маленький срок. Вообще, вот оглядываясь назад, вы представляете, что уже почти 10 лет прошло с момента первой Олимпиады? Вам верится в это? Мне кажется, что это было вообще в другой жизни. Для меня как будто это было не со мной. Ну, то есть как будто я смотрела на этих девочек или эту маленькую девочку, Настю Близнюк, я просто знаю, она мне свою историю рассказывала. Я много чего не помню, но так как я рассказываю истории, наверное, из-за этого какие-то есть заученные фразы, а вот этого ощущения уже нету. Хотя Ульяна Донскова говорит, что ей кажется, как будто это было вчера. То есть она все настолько помнит. Я помню некоторые моменты, конечно, безусловно, но мне кажется, что это было в другой жизни. То есть у меня как будто так много всего произошло, что Лондон это уже не со мной было. А какие моменты вы помните? Как я заворачивала рукава, чтобы они мне не мешали. И трибуны кричали: «Настя, рукава! Настя, рукава! Рукава, Настя!» Хорошо, что я этого не слышала, потому что я бы, наверное, испугалась бы и эти рукава бы обратно бы вернула. Они подумали, что я их забыла отвернуть, а я специально так сделала, повыше их, чтобы они мне не мешали. Потому что на тренировке был такой момент, что палочка ленты залетела мне в рукав, потому что он был широкий. И я побоялась, что так же произойдет на Олимпийских играх, и я дальше не смогу выкрутиться. Поэтому я немножечко вот так себе приподняла, но чуть-чуть, конечно, повыше это было. И вот это я очень хорошо помню. Ну и, конечно, какие-то хорошие моменты, когда мы пели гимн, как мы сошли с пьедестала, мы поцеловали пьедестал. Вот. Но дальше... И помню, как я закончила программу и почему-то начала плакать, не знаю почему. То есть мне вот просто слезы, я поворачиваюсь, вижу Ирину Александровну и начинаю рыдать. Я думаю, мы все сделали, мы ее обнимаем, и мы так, плачем навзрыд. И не могу успокоиться, мы уже машем в Киссинкрае в зоне, а я все плачу, уже высветилось табло, я все плачу. Сильные эмоции.
Ну да, но я раньше думала, что после Олимпийских игр гимнастка должна обязательно завершить свою карьеру. Когда вы поняли, что можно карьеру не заканчивать после Лондона, какой-то был разговор с Ириной Александровной или с вашим личным тренером? Как это происходило? И вы поняли, что можно как бы еще один цикл смело выступать? Нет, мы разговаривали с девочками, общались на Сардинии. Э, Этот отдых подарила нам Ирина Александровна после Лондона. И тогда девочки молодые сказали, мы остаемся. А я говорю, а что, так можно? Они говорят, ну да, конечно. А Ирина Александровна всегда нам кричала, что мы старухи. Ну, то есть мы так привыкли слышать, что мы старые. Я думала, 18 лет, наверное, я тоже старая. Ну, она так специально нам говорила. Вот Ульяне Донсковой было 19 лет, 20. Ей исполнилось в августе после уже Олимпийских игр. И вот она говорила, что она старуха. И мы думали, да, Ульяна такая взрослая у нас в команде. Представляете? Вот, но потом я узнала, что можно остаться, и приняла решение дальше выступать. Но потом у вас был опыт, когда вы немножечко тренировали. Во-первых, у меня очень было все тяжело со здоровьем, очень много травм в 2013 году и со спиной, и перелом стопы усталостный, ноги болели, и как-то я подумала, что все, пора заканчивать. И пошла работать тренером. Я тренировала сборную Бразилии. Ирина Александровна меня пригласила, предложила, и я согласилась. Ездила туда на месяц. И вот совсем, как говорится, я ничего не предвещая, я вот заболела серьезно, у меня отказали почки. Я подхватила геморрагическую лихорадку, хантавирус это был. Ну, у меня сначала была маленькая температура, потом очень высокая, даже температура 40. Меня рвало, меня забрали в Боткинскую больницу, они пытались выяснить, что со мной. Но именно вот вирус, хантавирус, я не врач, но знаю, что там какой-то грибок, который должен вырасти через 2 суток. Они сделали этот анализ, но этот грибок, он рос, и мне уже дали самолет, меня все уже перевозят, меня перекладывают на кушетку, и врач главной больницы выбегает и говорит, это точно хантавирус, потому что вот только в эту секунду получился анализ. То есть, но пока я лежала, точного диагноза в Боткина не могли поставить, потому что должно было пройти время, но времени не было. Собрали консилиум лучших врачей Москвы и решали, что делать со мной. Сказали, что я транспортабельна, но если вдруг какой-то сосуд у меня в полете лопнет, то кровь не остановить, потому что свертываемость нулевая просто. И я летела, естественно, в лежачем положении с какими-то трубками. И как только я прилетела в Германию, мне сразу поставили диализ. Мне пробили его без наркоза, анестезии, на живую. Тут трубки проходят как-то в сердце, и когда они пробивали, была трубка, я не знаю, толстая достаточно. И это было очень больно. Я, наверное, кричала на всю больницу. Это было 2 часа или 3 часа ночи уже. Но потом, как говорится, процедура безболезненная, тебя просто подсоединяют к аппарату и чистят кровь, и лишнюю жидкость откачивают. Мне делали через день диализ. И я думала все это время, что я просто отравилась, что у меня ничего страшного. Сначала я так думала в Боткино, думаю, сейчас я пару дней полежу здесь. Потом прилетает ко мне мама. Я думаю, что она сюда пришла? Зачем она тут панику разводит? Прилетает папа. У меня вообще непонятное состояние. Думаю, что они здесь устроили? И когда ко мне ночью, в 3 часа ночи подходит медсестра и говорит, извините, пожалуйста. А я не спала, так как я на спине в принципе не умею спать. И у меня все эти трубки,
катетеры. Я открываю глаза и смотрю на медсестру. Она говорит: к вам пришли Ирина Александровна, можно ее пустить? Я говорю: конечно. Заходит Ирина Александровна, она прилетела из Ташкента, она была на дне рождения супруга. Заходит, у нее были невероятно длинные ресницы, очень красиво накрашены глаза, но она была в маске и в халате, и говорит: моя любимая, моя мамочка, говорит, надо говорить мамочка на ребенка, тогда это слово хорошее притягивает. Он говорит: ты так прекрасно выглядишь, что твоя мама рассказывает, что ты плохо выглядишь? А я лежу и улыбаюсь, она меня так поддержала, она сказала, что у меня все хорошо. Но я же себя не видела в зеркале. И только когда я приехала в Германию, на 7-й день я начала вставать с кровати и как-то пытаться уже ходить, потому что я совсем не вставала. И даже за 7 дней у меня немного ноги разучились ходить, я еле шла. И когда я увидела себя в зеркале, у меня были кровяные полностью глаза от того, что меня, к сожалению, рвало бесконечно. Я говорю, я вся опухшая, у меня руки как у Микки Мауса, лицо как у Чупа-Чупс. Я говорю: боже, как я выгляжу ужасно. А моя мама стоит рядом, говорит: Настя, это уже прекрасно. Я думаю, она что, издевается? И все равно я продолжала думать, что со мной ничего страшного. Думаю, сейчас недельку здесь, в прекрасной клинике полежу и поеду обратно. И вот как-то раз мы с мамой днем сидели, разговаривали, она что-то мне рассказывала, и я улыбалась. Зашла русскоговорящая врач и говорит: осторожный оптимизм. Почки не работают и, возможно, никогда не заведутся. И тогда я действительно поняла, что я больна, серьезно больна. И когда мама вечером уходила, она сидела с самого утра и до вечера всегда со мной, она ушла, я вот 2 суток потом не спала, плакала, смотрела фильмы и все время лежала и плакала, и думаю, я больна, все, либо мне будут делать операцию, почки искусственные искать, либо всю жизнь вот так на диализе, но это тоже невозможно. Помимо того, что тебе не разрешаются какие-то определенные продукты кушать, это, как говорится, бог с ним, но с трубкой в горле жить и через день или через 3 дня ездить на эту процедуру, и это очень дорого, но это просто невозможно. И результаты становились все лучше с каждым днем, все лучше, лучше. И потом завелись 2 почки, и выздоровели на 100%. За 1,5 месяца, это очень короткий срок. Врачи больницы были очень удивлены. После того, это, получается, 2014 был год, когда вы заболели и вернулись, когда из Германии в Россию, когда вы приехали в зал и поняли, что вы больше не будете тренировать, а будете в команде выступать? Нет, я приехала в зал сразу, наверное, на следующий день или через день после того, как прибыла в Германию, из Германии. Ирина Александровна сказала мне сидеть дома, вообще никуда не ходить. А я сказала, что я так хочу вас увидеть, отблагодарить, что я приду. Она сказала: не смей, иначе я с тобой общаться не буду. Но я все равно пришла. Я хотела ей подарить подарок. Придуманный, я сделала на амулете наше изображение с Ириной Александровной, и сзади я написала моему ангелу. Она как ангел-хранитель спасла мне жизнь, благодаря ей сложилось все лучшим образом. И когда она увидела, она на меня сначала смотрела огромными глазами, я думаю, ну все. И потом весь зал начал хлопать, когда меня увидел. И дальше она меня обняла и говорит, все-таки не послушала, но она была мне очень рада видеть, поэтому она сказала, никому не подходить, чтобы никто не подходил, потому что, говорит, организм слабый, и она боялась, что я заболею, и предложила мне жить просто на базе, чтобы находиться под каким-то контролем врачей. И я сначала просто жила на базе, была под контролем, потом она мне разрешила заходить в зал,
ну вот на час, на два. И я стала помогать девочкам. Потом она сказала, что ты будешь работать со вторым составом. И я стала работать как тренер. И все, я работала как тренер, и в какой-то момент я решила похудеть. Думаю, приведу себя в форму, вдруг меня на шоу на какое-нибудь пригласят, а я уже готова и выступить. Думаю, буду делать хореографию, потому что она держит всегда в такой форме гимнасток. И первый день, конечно, мышцы, как говорится, забыли все. Мне было даже ногу на 90 градусов тяжело держать. Что касается высокой амплитуды, да, нога держится. А вот на 90 мышц совсем нет, и ничего не могла удержать, сделать. На следующий день уже получается. И мне так нравилось, что у меня с каждым днем все лучше и лучше, что я думаю, я бы могла и вернуться. Но, конечно, я думала, что после такой болезни и 1,5 года перерыва, невозможно это просто. Тем более на такой высокий уровень возвращаться. Это просто что-то космическое и нереальное. И я даже не замахивалась и не думала об этом. Пока как-то в зал не пришла Люси Димитрова, это постановщик сборной команды России, и начала кричать: «Встала! Близнюк, я сказала, встала!» А я сижу и думаю, что опять случилось? Вот что я неправильно делаю? Вроде у меня команда стоит, хорошо, вот сейчас как раз делает этот кусок упражнения. А на 3-й раз уже подходит, говорит: «Встала!» Я думаю, я встану, я же воспитанная. Я поднимаюсь, разворачиваюсь и говорю: «Люси, что случилось?» Она говорит: «Встала и вышла на ковер». Я думаю, наверное, сейчас какой-то элемент надо мне показывать. Я выхожу. Она говорит: «Взяла предмет и встала тренироваться». Я начинаю смеяться, говорю: «Ой, говорю, напугала, говорю, я же поверила». Она говорит: «Да скоро случится так, что ты будешь в первом составе и будешь выступать. Без тебя не обойдутся». Естественно, мне смешно и что-то нереальное. Через буквально 2 недели ко мне подходит Ирина Зиновка, это тоже постановщик сборной команды России, и говорит: «Настя, а ты не хочешь попробовать себя, ты не хочешь выступить в команде Москвы? Они сейчас делают отбор на универсиаду». Я стою и думаю, а почему бы не выступить на универсиаду, где, здорово, в форму приду. И думаю, пойду посмотрю, как там в команде. И пришла и сказала: «Люси, я начала тренироваться». Она говорит: «Ага, не смешно». Я говорю: «Да серьезно?» Она говорит: «Таким не шутят». Я говорю: «Да меня пригласили в московскую команду отобраться на универсиаде». И она говорит: «Да». Я говорю: «Да, буду тренироваться». И все, я рассказала Ирине Александровне о том, что я хочу попробовать вернуться. И она сказала: «Хорошо, возвращайся». Я думаю, что она тоже, может быть, была рада, но в это особо не верила, потому что действительно была серьезная болезнь. И когда через 2 месяца меня пригласила Ирина Александровна во второй состав, уже я сдала определенные элементы, которые нужны в сборной, тяжелые повороты, она меня с первым составом отправила на сбор в Хорватию. Но потом, в дальнейшем, она переживала за мое здоровье, за мои почки, и по этой видимости меня в состав даже не пробовали. Но потом, когда я сказала, что я абсолютно здорова, что у меня есть специальные бумаги, я думаю, что так сложилось, что меня не ставили, именно из-за этого. Но так сложилась моя судьба, что, к сожалению, девочка, были у нее проблемы со здоровьем, она выбыла из состава. Другую, которую позвали в этот же день, у нее не получились элементы, которые ей сказали сдать. И вот следующий уже, считайте, 3-м номером позвали меня. А вот до этого у девочки просто не получилось, и ее поменяли на ту... В общем, я 4-я вышла, скажем так. И она сказала: пока что будет на сегодняшний день стоять близнюк. Она очень старается и хочет, потому что мы начали все упражнения проходить. Но там неизвестно, что будет дальше. И все, и так я попала. И, естественно, я в феврале, это очень поздно. То есть в следующий раз я уже за 6 месяцев попала на Олимпийские игры. Расскажите про Рио. Уже 2-е Олимпийские игры были. Скажем так, вы чувствовали
Ну, во-первых, я так понимаю, что вы единственные были, кто из Лондона в Рио выступал в команде, уже в статусе, да, олимпийской чемпионки. М, Было ли больше ответственности рядом с девочками? Чувствовали ли вы эту ответственность? Или наоборот, было легче? Насколько эти Олимпийские игры отличались от Лондонской Олимпиады? Ну, я старалась об этом не думать, что я уже олимпийская чемпионка, но все равно в любой ситуации тебе напоминает об этом, что ты уже здесь был. И я думаю, что это очень ответственно. То это каждое соревнование это все больше и больше, потому что на тебя больше смотрят людей, тебя уже знают как олимпийскую чемпионку, и ты понимаешь, что ты не должен подвести команду. Ну, в принципе, как и в первый раз, как и во второй раз. Ты должен держать вот эту планку. А помните вот какие-то самые яркие моменты из программы, из выступления? Ну да, после выхода, после лент, мы шли на третьем месте, произошла потеря, и там столкнулись предметы, и лента полетела парашютом, к сожалению. И после того, как мы пришли, ну, Ирина Александровна спросила, что случилось, и начала смотреть соревнования параллельно, пока мы переодевали купальники и начали готовиться. И такой яркий момент был, который, мне кажется, собрал каждую из нас, когда она сказала: «У вас есть шанс». Как уже потом со временем мы узнали, уже после того, как завершились Олимпийские игры, что выходили все команды, и практически 6 команд из 8, которые допустили потерю в лентах, включая нас. И поэтому она, видимо, смотрела соревнования и сказала: когда у вас есть шанс. Я помню вот ту секунду, мы с командой настолько сплотились, мы начали делать без остановки чистые прогоны, и вот как будто вокруг нас образовался купол, и никакого страха вообще не было. То есть мы уже шли как будто в отдельном куполе, мы вышли на ковер, и вот все шло, как должно было идти. И мы сделали программу «Время вперед», и это действительно было время вперед. И мы смогли получить самую высокую оценку соревнований и обогнать другие команды, стать после третьего места, выйти на первое. И в конце упражнения были такие же эмоции, что, слава богу, мы сделали, на хорошей ноте завершили. То есть мы не понимали, что мы первое место выиграли. Когда на Киссинг-Карайн мы сидели, высветилось на табло первое, и девочки, как они говорят, что они понимали, что все, они почитали, что никому нас уже не догнать. Но я сидела, и до последней команды я понимала, что это Олимпийские игры, и все может произойти вообще непонятным образом, что могут просто команде взять и поставить, на тот момент была самая высокая оценка 20 баллов. Вот, 19 там и 8, вот, просто взять и сказать: а нам понравились они. И я вот сидела, есть фотографии, все девчонки уже радостные сидят, а у меня напряжение на лице, я вот так сижу, смотрю все эти соревнования каждых участников, и только когда все высветилось в табло конца соревнований, золото, все начали обниматься, только тогда я поняла, что все, вот, золото, и его уже никто сейчас не поменяет. Уже протесты никто не может подать, и что бы ни случилось, все, у нас золото. Настя, вообще тяжело быть лидером, я, наверное, в целом про команду говорю, в мировом спорте. Все, наверное, заранее вешают медали, всегда ждут золота. Это давление, оно ощущается? Да, у нас любят в народе повесить медаль, сказать: вот, допустим, как сейчас было, близнюк едет за третьим золотом. Но для меня это немножко даже неприятно слышать, потому что я так никогда не думаю. Я думаю, люди, может произойти все, что угодно. Сейчас такая ситуация в мире. Не дай бог, кто-то заболеет. Или даже просто рядом будет заболевший находиться, тебя же не допустят, все.
Это может случиться травма у тебя, у девочки по команде, и просто тебя снимут твою также команду. Ну, либо ты можешь выйти вообще, и твоя программа, ну, не пойдет. Ну, так случится, что у нас настолько высокий темп у нашей команды, что если что-то пошло не так, то ты уже, в принципе, не успеваешь спасти ситуацию. У нас только сейчас вот были такие правила, что шансов практически нет что-то обыграть, потому что тебе уже летит следующий предмет, следующий, и следующий, все время летит предмет. И я думаю, ну вот может не сложиться, но мы же люди, никто не застрахован. И я никогда этого не делаю. То есть, конечно, цели какие-то там, я не знаю, правильно это назвать мечты или не мечты, но цель. Да, тебе, может быть, этого хочется, но я настолько реалистка, что я думаю, нет. И вот пока вот, я не знаю, вот, грубо говоря, любой вот цвета медали на твоей груди нету, она не твоя. Настя, вы сказали, вот уже немножечко начали говорить про то, что перед Токио вам пришлось год стоять во втором составе. Год вы стояли? Да, весь 2019 год цикл, и я где-то встала в конце года, наверное, в декабре или в ноябре 2019. И вот простояла всю пандемию, и уже 2021 год. Не было обидно, что приходится стоять во втором составе? Ну, я скажу так, вообще всему, что произошло, я благодарна. Я так была расстроена однажды в своей жизни, что меня не взяли в молодежную сборную России в групповые упражнения. На тот момент я думала, все, мир рухнул. И я думала, что из молодежной набирают старшее. Я думала, я умру. Вот я вот так это думала. Но вот у меня там не получилось, зато у меня получилось гораздо дольше быть в главной команде и получить больше наград, чем бы я получила в этой команде. Возможно, я бы взяла бы юниорскую медаль чемпионата Европы, и все, на этом бы завершила бы карьеру. А так, у меня был тернистый, тяжелый путь, и, видимо, я с детства научила трудиться. И поэтому я привыкла. Но иногда бывают такие дни, что кажется, ну вот все идет не так, что все против тебя. Вот, допустим, когда ты стоишь, будучи двукратной олимпийской чемпионкой, на втором ковре уже год, и ты понимаешь, что ты делаешь все, чтобы показать себе, что ты должен встать, но тебя, к сожалению, не вызывают на первый ковер, и ты думаешь, ну, наверное, там надо уходить. И вот мне так повезло, что у меня есть такой друг, мама. Это мой лучший друг, которая, когда у меня какие-то трудности по сей день случаются, она всегда говорит: Настя, потерпи, у тебя все получится, ты сможешь. И вот она всегда какие-то слова находит, что я прихожу на следующий день, как ни в чем не бывало, и вот у меня появляется это опять огромное желание, и опять загорается вера в себя, что все-таки все получится. И моя медаль, вот ее, наверное, делю на больше, чем наполовину. Там, вот такой кусочек мне за трудолюбие и за то, что я это вытерпела. Все остальное — это моей мамы медаль, которая также дала. Мы смеемся с ней, что она дала мне путь с мастера спорта, так как и на мастер спорта я стартовала с этой планки. Поэтому мне было легче. Я продолжила ее путь, ее карьеру, поэтому я достала до самой высокой награды, до заслуженного мастера спорта. И я говорю, если бы, допустим, она не пошла в гимнастику, возможно бы я только до мастера спорта бы и дошла. А я просто продолжила ее путь. И у нас настолько мы чувствуем друг друга, что если ей плохо, я просто говорю: мам, ты как там? Ты себя плохо чувствуешь? И да, действительно, у мамы что-то происходит.
Но в нашей семье немножко происходит такой резонанс, когда у мамы что-то плохо, у меня все хорошо. Когда у меня плохо, то у мамы все хорошо. То есть у нас не бывает хорошего ничего, ну, одновременно. Скажем, маму ограбили, но мама говорит: я так рада, я понимаю, что вот впереди там Олимпиада или чемпионат мира, что вы его выиграете, значит, точно. И так случается, мы там выигрываем чемпионат мира. У мамы там что-то плохо на работе происходит. Ну, мы там берем золото в Рио. Ну, вот все время, если у нее хорошо, то, допустим, мне вообще не везет, вот я там во втором составе, у меня там плохо все. Я не понимаю, почему так складывается, что человек, который заслуживает всего, не может держать вот эту хорошую нить. И я, наверное, за нее больше переживаю, чем она за себя, а она за меня. Вот, возможно, из-за этого все так происходит. Но у нас, ну, одна медаль на двоих, так что это ее огромная заслуга, что все, что вот у меня произошло. Настя, сколько времени тренировались перед Олимпийскими играми в Токио? Про самые длинные тренировки слагают легенды. Да, я уже говорила в интервью, что одна тренировка у нас длилась 15,5 часов. Это рекорд. Но накануне случилось, что мы тренировались 13,5 часов, и я стояла и говорила: вот, это рекорд моей карьеры, как мы много в зале проводим времени. И буквально через день или на следующий день случилось 15,5 часов, но ты уже настолько не чувствуешь усталости, ты уже не понимаешь, что происходит. Ну, ты просто веришь, что вот, ну, как бы, скоро соревнования, и ты должен все вытерпеть, тебе уже не важно, что происходит, значит, так надо. Возможно, не будь таких тренировок прямо перед Токио, мы бы не выдержали этой колоссальной нагрузки моральной и не смогли бы выступать достойно. А как вы после квалификации? Получается, в квалификации же, по-моему, была ошибка в квалификации. Да, мы там выполнили неправильно, сотрудничество, то есть как вроде видимых потерь не было, но для нас, для команды были очевидные как бы ошибки, мы знали, что мы их совершили, и мы были спокойны, что мы выйдем, исправим все ошибки, и все получится. Поэтому, когда в квалификации мы шли вторыми, мы особо не расстроились и не думали, то есть даже значения никакого не придали. То есть главное нам было отобраться в 8 или в 10 команд. Я не знаю, в этот раз вроде было по-другому. Или 8 так же, как обычно. И это было главное. И так по жеребьевке сложилось по ротации, что кто занимал первое место, тот, наверное, выходил 6-м или 4-м, а кто второе в квалификации место, тот выходил последним 8-м. Мы завершали Олимпийские игры, и нам Ирина Александровна на протяжении всего года твердила: вы вот этим упражнением обручи булавы будете завершать Олимпийские игры. Это ваш гимн, и вы должны его выполнить на 100%. И когда жеребьевка выпадает, и мы 8-е, мы завершаем Олимпийские игры и художественную гимнастику в целом, и практически это последний день Олимпийских игр. Я до сих пор, я думаю об этом, у меня мурашки по коже, а то Ирина Александровна часто что-то говорит, и это сбывается. На то, насколько в начале года она передала эту всю ситуацию, что она осуществилась, так и сложилось. Настя, но вы в целом довольны тем, как вы выступили именно в финале, как команда выступила в финале, несмотря на результат, на цвет медали, скажем так? Я очень довольна, и вообще я сначала первые эмоции непонимание, какое-то расстройство все равно, но прошло несколько суток, пришлось переосмыслить это все, и я сейчас могу сказать на 100%, что я счастлива, что вот все как произошло, я рада этому.
Самое главное, что у нас удалось. Вот если бы у нас была серебряная медаль, и мы допустили бы ошибку, конечно, я была бы этим недовольна и переживала бы по сей день. А так как я знаю, что команда выполнила все, что от нее требовалось, и показала спектакль половецкие пляски под мячи, до сих пор об этих мячах говорят, что это супер упражнение. И вот моя мама живет в Австралии, и в Австралии до сих пор показывают Олимпийские игры, и именно 5 мячей наши бесконечно крутят. Она мне говорит, опять вас показывают, опять вас показывают. И они в газетах написали, что это невероятное выступление, это спектакль. Им очень понравились еще наши купальники, которые трансформеры были. В общем, мне приятно, что об этом говорит мир, что мы запомнились, как говорится, хорошим, ярким выступлением. Вы маме медали свои не дарили, не отдавали? Ну, все мои медали — это ее медали. Но первая лондонская медаль, она спрятана в сейфе у бабушки в Украине. Вторая медаль Рио-де-Жанейро я с огромным удовольствием и счастьем, когда на меня ее надели, я подумала, что это не моя медаль, это медаль Ирины Александровны. Вот, не знаю, вот знаете, вот прям вот так в голову ударила на пьедестале прям. И я подумала, что вот у меня уже вторая олимпийская медаль. И у Ирины Александровны столько воспитанниц, и у нее ни одной нет олимпийской медали. И я решила ей подарить. Простите. И она ее не приняла. Ни первый раз, ни второй раз, и только с третьей попытки. Я зачитала ей речь, и она сказала, ну раз ты так хочешь, я возьму эту медаль у тебя. И я счастлива, что она взяла эту медаль. Для меня это огромная гордость, что моя медаль лежит у такого великого человека, что я какую-то частичку себя и благодарности передала ей, потому что она мне... У меня эти звания никто не забирает. Я стараюсь всем много своих медалей с чемпионата Европы, я дарю медаль с Кубков мира, я стараюсь... Будь это девочка, вот, допустим, однажды подошла ко мне на костылях, просто сфотографироваться со мной в Испании. Я говорю, надела на нее медаль с Кубка этого мира и говорю, выздоравливай, пусть она тебе принесет удачу. Ну, своему личному тренеру, тренерам, которые групповые упражнения у нас тренируют, я дарила с чемпионата Европы медаль. Я понимаю, что звание у меня никто никогда не отберет уже, все оно у меня уже есть. А медаль — это, ну вот, моя первая медаль лежит у бабушки в сейфе. Я что, ее часто вижу? Нет. Скажем, слишком редко. Я знаю, что она у меня есть, а так человек будет на нее смотреть, гордиться, вспоминать, что вот мне эту медаль Настя Близнюк подарила. И, возможно, она кому-то настроение будет повышать. Свою третью олимпийскую медаль, серебряную, мне бы хотелось реализовать эту мечту, пока у меня не получается, но я хочу ее на благотворительность отдать и помочь больному ребенку, потому что когда-то мне помогла Ирина Александровна, спасла жизнь. У меня есть чувство долга, что теперь я кому-то должна помочь и спасти также жизнь. И вот мне бы хотелось реализовать эту мечту, чтобы, возможно, кто-то приобрел эту медаль, и я бы эти деньги все отправила на благотворительность, на лечение. Как бы вы могли описать себя несколькими словами, себя как личность? Трудолюбивая, веселая, добрая и целеустремленная, справедливая. Не люблю справедливость, для меня самое главное, чтобы все было справедливо в этой жизни. Не понимаю, почему кому-то, допустим, легко, допустим, все дается, а кто-то прилагает усилия, делает все, ему не дается. И мне всегда хочется это уравновесить, чтобы все было и у этого человека хорошо, и у этого. Вы сказали, что веселые. Любите, над чем любите смеяться? Ну, я люблю шутить.
Ну, я даже люблю черный юмор. Возможно, в данную секунду обо мне так не сказать. А вы в жизни эмоциональный тоже человек? Да, очень. Ну, я думаю, я могу вспомнить какую-нибудь историю, даже вот подумать о маме и заплакать. Или мне нравится включить иногда саундтрек, взгрустнуть, потом раз поставить что-нибудь уже веселое, тут я уже танцую, мне уже весело. Ну, то есть такая тоже волнообразная вот у меня характеристика. Я 5 минут могу смеяться, дальше я уже серьезная. Поэтому, наверное, из-за этого я и хотела актрисой стать. Потому что я могу разные роли сыграть, я так думаю. Эмоционально перевоплощаться. Да. Да, мне кажется, что в любом возрасте можно прийти к своей мечте. Мне кажется, у вас просто не тот возраст, чтобы поставить крест на актерской карьере. Ну, мне бы хотелось, наверное, в Голливуд, и это слишком тяжело, скажем так. Там, наверное, тоже свои какие-то связи. Но, показывая тоже на своих навыках спорта, что можно достичь любой цели. То есть, если я на 100% этого захочу, возможно, я начну пробовать и туда перееду в Америку и начну этим заниматься. То есть, нужно какие-то тоже прилагать усилия к своей мечте. Не просто мечтать, а делать усилия. Вот, возможно, вот здесь я и не права немного, что это слишком тяжело. Нужно самой попробовать сначала, если настолько хочется. Значит, в данную секунду не на 100% этого хочется. Ну да, я просто вы когда-то думали, что нельзя пойти на второй олимпийский цикл, а вы как бы 3 прошли. Ну, конечно, вам задают вопросы про Париж. И я тоже задам. Как вы думаете, Париж, он возможен, реален для вас в команде? Да, мне приходит сообщение, что Настя, давай, мы тебя ждем. И, честно говоря, сначала я после Токио была с уверенностью, что я закончу. И когда я начала читать эти сообщения, ну, я продолжила, скажем так. И сейчас я попытаюсь дальше тренироваться, но мы знаем, что гимнастика травмоопасный вид спорта, также у нас высокая конкуренция, как я это уже говорила. Я буду делать попытки, потому что мне это нравится, но я в то же время думаю, вот у меня такой возраст. С другой стороны, я думаю, я очень молодо выгляжу, и если я могу, будь человеку 40 лет, но если он делает как девочка в 15, почему бы и нет? Вот своим ярким примером я тоже хочу выделить Настю Максимову, которая 30 лет, и она также на уровне со всеми гимнастками сборной борется, пашет, тренируется и продолжает. И она огромный пример тоже. У нее своя тоже тяжелая судьба, как нужно идти к своей мечте и добиваться своей мечты. И я считаю, если бы я видела, что я не дотягиваю, я бы уже давно бы закончила свою карьеру, завершила бы на хорошей ноте, чтобы про меня плохо не говорили. Мне всегда хотелось ярко закончить. Но я вижу, что я еще могу, что у меня есть силы, что у меня есть данные показывать высокую амплитуду всех элементов. Поэтому почему бы и нет? Я попробую, наверное. И последний вопрос, Настя. Главное пожелание самой себе. Желаю, чтобы ты оставалась такой доброй, помогала всем. И я не желаю, чтобы была жизнь проще, так неинтересно. Желаю, чтобы она была просто интересной, и ты всегда-всегда верила в себя.